Совсем просто, но я думаю, что многим участникам это удалось, и здесь есть чем удивить посетителей. Конечно, могу сразу отметить, что количество выставочных экспозиций немного меньше, да, мы будем говорить, сделали мы это целенаправленно, несмотря на то, что заявок было невероятное количество, заявок на участие, но мы вынуждены были многим отказать не по причине, скажем так, качества или там какой-то концепции, а оценка здесь производилась только лишь на масштабность, и нам хотелось, наверное, чтобы вот выставочные экспозиции распределились равномерно по территории парка, пусть их будет немного, пусть люди получат сегодня удовольствие от чистого воздуха, от вот этого необыкновенного ландшафта этого парка, ну и в том числе, вот как мимоходом, могли бы посмотреть на те или иные композиции. Вот в этом, наверное, уникальность сегодня, могу сказать так. А сколько было экспозиций? Всего экспозиций? Да. Всего экспозиций здесь представлено до 100. Но вы же понимаете, что у нас есть экспозиция, вернее так, 160 участников. Каждый участник представлял какую-то свою экспозицию. Но 100 мы видим ярких, а все остальное вот в общей массе оно расплывается. И это не так заметно, но если мы берем большие сады, конечно, там несколько участников, но они грандиозные, да? Или мы берем конкурс флористов, который у нас в 12 часов уже состоится, там тоже необыкновенные, мало того, участники, лидеры необыкновенные, да? С мировыми именами эти лидеры. И, конечно, невероятной красоты цветы. Цветы, которые мы вот сегодня, завтра можем увидеть, извините, вот в тех предложениях, которые нам сегодня предлагает рынок, мы их, к сожалению, не найдем. Ну, а может быть, к счастью, тем самым мы можем сохранить вот тот невероятный флористический акцент планеты. На ваш взгляд, важно ли проводить такой фестиваль для воронежцев? Соскучились ли они вот по этому офлайн? А вы как думаете? Ну вот вы как думаете? Посмотрите, сегодня пятница утро, и такое количество людей, ну, не знаю, наверное, это очень важно. Это один из самых любимых праздников в городе. И я думаю, что этот праздник, его ждут весь год. Вот мы заканчиваем один фестиваль, а нам задают вопрос, а в следующем году будет? Еще здесь происходит, когда демонтаж экспозиции. Понимаете, когда такие вопросы задают, наверное, ну это как ты ждешь каждый год свой день рождения. Он бывает раз в году, да, но ты этот праздник чтишь, ты собираешь рядом с собой друзей, и ты понимаешь, что ты нужен. Спасибо вам большое. И вам спасибо. Наталья Викторовна, а почему назвали город-сад, название фестиваля «Город-сад» в 2010 году? Почему так назвали? Вы знаете, конечно, хочется превратить город вот в невероятно красивое место. Но с учетом того, что мы окружены невероятной антропогенной нагрузкой, с каждым годом становится сделать это все сложнее и сложнее. И хотелось показать, что вот город-сад — это все в наших руках. Мы сами это делаем, мы сами это производим. Мы производим продукцию, там, сельхозпродукцию, да? Мы производим, выращиваем сейчас невероятные растения, а в 2010 году, скажем так, это направление только-только развивалось. И в 2010 году очень сложно было купить качественный посадочный материал, качественные цветы, качественные продукты питания. Вот те 11 лет, которые прошли, это был невероятный скачок. Вот просто невероятный скачок. И я считаю, что все-таки в 2010 году первый шаг к этому скачку сделал именно город-сад. Наталья Викторовна, а сад, название «Город-сад», да, привязано как-то к яблоневому саду, который мы имеем в Воронеже? Я думаю, что нет. Тема в 2010 году яблоневого сада не поднималась. И, к сожалению, яблоневый сад был всеми забыт. К большому сожалению. И именно это забвение и привело вот к той ситуации, которая сегодня сложилась. И я скажу больше. Это здорово, что есть такие люди, которые сегодня стараются сохранить каждый уголок природы. Честно говоря, для меня эти люди, наверное, имеют одно из самых больших значений в жизни и в развитии нашей территории, вот для меня. Но, однако, очень жаль, что свою позицию эти люди могут не до всех донести, и в том числе до жителей города. Ведь если
участники, ну вот скажем так, той уборки, которая происходила в Яблоневом саду, очень феерично прошло, очень здорово прошло, очень замечательно. Собрали большое количество людей. И что случилось через 2 недели? Зайдите в этот сад и посмотрите. Вот что самое обидное и самое страшное, что мы до каждого не можем донести, вот до каждого здесь присутствующего. Как важно сохранить вот последние оставшиеся уголки. И именно вот этот праздник сегодняшний, наверное, делает очень большой знак, подает к тому, что все-таки помимо каменных джунглей у нас есть вот такая природная красота. Наталья Викторовна, а ответ администрации президента, да, то, что все-таки этот вопрос поднимали на прямой линии с Путиным, да, вот Яблоневые сады упоминали. А возможно ли, что это упоминание на прямой линии, да, с Путиным, да, как-то все-таки даст дальнейший толчок, и как-то мы сможем сохранить и преобразовать парк? Я не состою в аппарате президента, поэтому вот в этой части я вам сказать не могу, но вот все, что хотелось бы мне, какой посыл дать, я его дала. Спасибо. Спасибо. Спасибо.